Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня к дню рождения своей свахи я пеку вот такой торт. Кому интересно, присоединяйтесь. Торт я буду делать на основе шифонового бисквита с двумя видами крема, украшением из ганаша, замороженных ягод и розмарина. Для начала я разделила 6 яиц на белки и на желтки. И в белки я добавляю щепотку соли. Взбивать буду все ручным миксером. Взбили немножко белки и сюда добавляю, у меня отвешено здесь 180 грамм сахара, добавляю треть сахара. Где-то так. И продолжаю взбивать. Сюда же добавляю 30 грамм крахмала. И взбиваем белки до мягких белых пиков. Проверяем. Вот, друзья, пики у нас держатся, взбивать достаточно. Теперь я буду взбивать желтки. Добавляю частями сахар. Теперь добавляем в желтки ванилин и еще раз перемешиваем. Ванилин обязательно. У вас тогда будет очень вкусное и ароматное тесто. Теперь в большой емкости смешаем белки с желтками. Аккуратно перемешиваем. Друзья, в это время у нас уже нагревается духовка. Духовку я поставила на 170 градусов. Режим у меня выпечки всегда конвекция вверх-вниз. А также уже должны быть подготовлены формы для выпечки. В чашу я просеяла 200 грамм муки и сюда добавляю 10 грамм разрыхлителя. Немножечко вот так перемешаю. Мука уже должна быть просеяна у вас. Можно и сразу просеивать вместе с разрыхлителем. И постепенно вмешиваем в тесто. В одной емкости объединим 50 мл молока и 100 мл растительного масла. Добавим в тесто, перемешаем.
Друзья, тесто долго не мешаем, чтобы не удалить окончательно все пузырьки кислорода, содержащиеся в белках. Теперь я беру подготовленную форму 24 сантиметра и выкладываю тесто. Форму я ничем не смазывала, только выложила, закрепила кольцом пергаментную бумагу. Теперь разровняем тесто к краям. И ставим выпекаться при 170 градусов на минут 40-50 в духовку. Друзья, бисквит находился у меня в духовке 40 минут. Высота его примерно 5-6 сантиметров. И для торта мне понадобится еще один такой бисквит, поэтому тесто буду замешивать точно таким же образом и на такую же форму 24 сантиметра. А вот и второй бисквит. Сейчас оба бисквита заверну в пищевую пленку и отправлю в холодильник на пару часов, чтобы они стабилизировались. Бисквиты я достала из холодильника, вот так они выглядят в пленочке. Теперь мне нужно их разрезать. Выкладываю бисквит и ножом совсем не глубоко намечаю середину бисквита по кругу. Друзья, если вы любите влажный пропитанный бисквит, то после разрезания коржей каждый корж можете пропитать обычным кипяченым остуженным молоком при помощи кулинарной кисточки. Все, друзья, теперь я беру обычную нитку, сложенную в 2 раза, продеваю в разрез. У меня остались хвостики, я их перекрещиваю и затягиваю оба конца нитки тем самым нитка разрезает бисквит вдоль. И вот что у нас получается. Бисквиты нарезаны, их всего 4, но для торта я буду использовать 3 бисквита. Для прослойки торта я буду использовать крем-пломбир, а для выравнивания торта крем-чиз. Друзья, теперь делаем крем. В кастрюлю я выкладываю литр сметаны. У меня 3 таких стакана по 350 миллилитров. Видите, какая сметана? Не сбрасывается с лопатки. Это сметана 30%. У нас есть такой производитель, который производит вот такую жирную вкусную сметану, в которой, не побоюсь этого слова, ложка стоит. Желательно, конечно, использовать жирную сметану. Но если у вас нет такой жирной сметаны, можно использовать от 20%. Мы с вами готовим заварной крем на сметанной основе. Этот крем будет напоминать вкус мороженого пломбир. Всыпаем сюда 300 грамм сахара, пакетик ванилина 2 грамма, 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Добавляю 3 яйца, вбитых в отдельную емкость. Это мы делаем для того, чтобы проверить качество яиц. Содержимое кастрюли я сначала перемешаю лопаткой, чтобы крахмал не летел по кухне.
Ой, как же он пахнет вкусно, этот крем. Он уже пахнет мороженым. Друзья, такой объем мне тяжело перемешивать лопаткой, и я вооружусь миксером и все хорошенько перемешаю. Теперь крем я переставила на плиту, включила очень маленький огонек и при постоянном помешивании буду уваривать крем до густоты. Крем уже начинает загустевать, он задерживается даже на венчике. Вот, смотрите, показались первые булечки, я крем выключаю. По проведенной полоске на креме видно, что она не растекается. То есть крем готов, и теперь я его перекладываю вот в эту емкость, накрываю пленкой в контакт и выношу в холодное место до полного остывания. Далее, друзья, нужно взбить масло. Масло стало белым, вот таким пышным. Здесь у меня 360 грамм масла, 2 пачки по 180, жирность 82,5%. Масло от проверенного производителя, очень хорошее, очень вкусное. Я всегда довольна этим маслом и всегда им пользуюсь. А теперь я буду добавлять остывшую заварную смесь частями и взбивать. А теперь объединяю все миксером. Далее, друзья, в 20 грамм желатина я заливаю 100 мл холодной кипяченой воды. Все тщательно размешиваю и даю набухнуть желатину. Желатин набух, и теперь я его отправляю в микроволновку для того, чтобы превратить в жидкость буквально на 1 минутку. Вот что я получила буквально после 1 минутки в микроволновке. Ни в коем случае не кипятите раствор желатина. Сейчас я ему дам остыть до комнатной температуры и введу при помощи миксера в крем. Друзья, вот такой крем у меня получился, и теперь я его ставлю в холодильник, чтобы он приобрел ту консистенцию, которая нужна для прослойки бисквитов. Друзья, вот так я собрала торт. Он у меня простоял целую ночь в холодильнике в разъемной форме. И теперь я сняла разъемную форму, и мне нужно замазать те неровности имеющимся кремом, которые у нас появились. Друзья, делаю второй крем для покрытия торта. Вот здесь у меня пачка размягченного масла, здесь 360 грамм. Выкладываю ее в миску. Еще добавлю, что все продукты должны у нас быть одинаковой температуры. В масло я добавляю экстракт ванили и начинаю взбивать масло до бела. Друзья, масло заметно побелело. Далее к маслу добавляю 100 мл сгущенного молока. И сюда же добавляю 500 грамм маскарпоне. Крем немножко смешаю без включения миксера, так чтобы брызги не разлетались.
А теперь включаю миксер и все смешиваю. Друзья, вот такой крем получился. И теперь я начну выравнивать им торт. Для начала я сделаю черновую обмазку торта, чтобы закрепить все крошки, чтобы потом при финишном выравнивании торта крошки нигде не проступили. Далее я отправлю торт в холодильник на пару часов для охлаждения. Для финишного выравнивания крем я отправляю в одноразовый кондитерский мешок и буду по окружности торта делать своеобразные столбики для того, чтобы объединить их потом шпателем. Вот тут вырезала дырочку и теперь буду равномерно наносить полоски на торт. Торт я украсила шоколадными потеками из ганаша. Ганаш готовится так: 50 грамм шоколада, 72% содержания какао-бобов плюс 150 миллилитров сливок, нагреть на водяной бане и чайной ложечкой украсить торт. Друзья, ну вот такой у меня получился торт. Украсила я торт ягодами замороженной клюквы и веточками розмарина. Надеюсь, торт имениннице понравится. Друзья, дырочки на торте сверху – это следы от свечей, которые задувала именинница. Ну, а я, как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал, поставить лайк. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.